Давайте еще раз пройдем Бохуджун Дайичи и разберем некоторые детали, особенно в передвижении. Я сейчас делать буду на 3 шага. Вот. Так можно делать, когда мало места. То есть делать 3 шага вперед, 3 шага назад. Если места достаточно, то лучше делать 5 раз. 5 шагов вперед, 5 шагов назад. Первый момент – это как мы делаем позицию для рей, для поклона. Да? Смотрите. Хейку дачи. Держим палку, стандартный хват, ширина хвата хорошая, да? Верхняя рука у меня по умолчанию правая рука верхняя, вот, то есть она первый удар будет наносить. Вот. Я ее держу, а левая рука у меня скользит по боку. И вот я стою из этой позиции, начинаю нижний конец заводить себе к правому боку. Вот таким образом. И в этот момент я подвожу ноги и ставлю их в мусубидачи. Вот. Позиция, обратите внимание, да, не стойте вот так. Не стойте вот так. Как всегда, 45 градусов, да, наша любимая позиция сбоку. Вот. Отсюда я делаю рей, спокойный, спиной, да. Таз остается на месте, не отклячивается никуда, и спиной я делаю легкий поклон и слежу за тем, чтобы бо оставалась по той же траектории, по которой она была. То есть я не делаю вот так, не делаю вот так. То есть я ее немножко даже руками чуть выталкиваю вперед, потом возвращаюсь. Вот. Такой рей. Получается еще раз. Рей. Вот. Отсюда выход в позицию готовности. Также задний конец, который у меня сейчас за спиной, да, я его также вынимаю, выхожу в исходную позицию, как я начинал, а потом меняю концы местами. То есть нижний и задний конец идет наверх, и я прижимаю бок к корпусу. Ладонь у меня, видите, лежит, бо лежит в правой ладони, ладонь смотрит вперед. Вот. В этот момент я делаю из мусубидачи шаг в хейку дачи, сгибаю колени. Вот. Подвожу руку, прижимаю ее к корпусу и поднимаю ее до уровня пояса. Вот. Обратите внимание за локтем. Он уходит назад, грудная клетка раскрывается, я сгибаю колени и чуть-чуть начинаю больше давить на пальцы ног, особенно на большие пальцы. При этом у меня таз и позвоночник не расслаблены, наоборот, ягодицы подкручены, точнее таз подкручен, чтобы спина была прямая, позиция мощная, очень напоминает позицию санчи. И отсюда я спокойно вывожу руку вверх, беру сверху. Не закрываю себе рукой лицо и глаза, а беру сверху. И в принципе у меня должен получиться опять мой стандартный хват, если я все сделал правильно. Вот. Отсюда я сделал захват, первое движение я делаю камая. То есть это позиция атаки, да? И после этого я делаю шаг и уже готов атаковать. То есть если мы соберемся вместе, то это выглядит так. И вот теперь соберем это все в ходжунда, все вместе. Бохуджун Дайичи. Опять я делаю выход в позицию готовности. Немножко валюсь вперед. Корпус при этом у меня прямой. Я обеспечиваю за счет подкрутки таза, как в санчин. У меня позвоночник выпрямлен. Колени собраны, ноги не широко в хейко дачи. Вот. Я собираю позицию, слежу за локтем, да, он уходит назад, грудная клетка раскрывается. Вот. Первое движение, позиция атаки, шаг. Я шагнул в хороший зампуцу дачи. Стабилизировал вес, задняя нога у меня мягкая. И наношу удар шоумен, опять же, с задней руки. Пам-пам. Потом я делаю смену хвата. Сначала я занимаю камай, позиция атаки. После этого я делаю шаг, стабилизирую позицию. Опять задняя рука, удар. Пам. И также в третий раз. Также обратно. Задняя рука. Камай. Все точно так же в манаме. Сначала я делаю спокойное камай, занимаю позицию. Вдруг я что-то изменилось, я пошел вперед, а противник начал меня атаковать. У меня позиция атаки может легко перейти в позицию защиты, я могу спокойно защититься, я уже готов к этому. Поэтому не надо торопиться, спокойно делайте переходы. Пробиваю, да, не просто включиться, а пробиваю до середины корпуса.
Шаг назад, опять обязательно стабилизироваться, только потом удар. Никуда спешить не надо. Вот здесь. Главное, чтобы не было вот этого и сильного изгиба руки, да? В идеале, конечно, всегда так. Иногда получается чуть выше, не страшно. Главное следить за тем, чтобы рука была активна. Если задняя рука будет активна, если она будет активно тянуть, она будет всегда выходить в хорошую, правильную позицию, даже если она немножко вот такая. У вас будет сильный удар и будет контроль палки. Если у вас рука слабая, то у вас это делает только передняя рука, а вторая рука бьет вас в плечо. Также чудан. Напоминаю, что чудан делается, да, не так, а по траектории нанаме, только не в ключицу, а в верхние ребра. Нанаме в колено, кидан. Вот здесь очень важно. Здесь самая проблемная ситуация, когда удар ниже позиции рук, точка, куда мы бьем. И вот поэтому здесь получается излом. И здесь поэтому за задней рукой надо следить с двойным вниманием. Она работает активно. Не надо слишком сильно тянуться. Займите хорошую дзенгусу дачу, да? Соберите таз, и вам, в принципе, этого достаточно будет. Если удар не дойдет, или противник защитится, у вас все равно останется хорошая позиция. Если вы провалитесь в таком ударе, первое, что вы получите, это в голову или что-нибудь еще. То есть вам из этой позиции куда-то выходить будет намного сложнее, чем из вот этой вот собранной, да, позиции. Поэтому не торопитесь. Самое главное — это разобраться с позицией. И камая, шаг, спокойно, стабилизация, только потом удар. Камая, шаг назад, стабилизация, удар. И последняя связка. Лучше разбить ее на 3 части. Не забывайте про замочек вот этот вот. Локоть стремится к корпусу, плечо идет вперед, но не сильно. Первое, что я делаю, да, позиции коридора, принцип коридора. Выношу, делаю четкий блок. После этого делаю выпад, руки идут назад сами по себе. И отсюда мощным движением задней руки тычок, передняя рука не тянет, а просто направляет, немножко прокручивая оружие. Основное движение делает задняя рука. Пум. Смена хвата и так плавно. Капи руке, выпад, тычок. И также назад. Спокойно. Пум, пум, пум. Не делайте загребания. Вот это. Помните, что вы стоите в коридоре узком. И опять так. Рука движется спокойно, она не залазит под мышку, да? Вот так. Она спокойно скользит. Вы можете убрать одну руку, да, у вас останется эта позиция.